Всем добрый день! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас уже 3 июня. Наконец-то началось лето. Тепло и жарко. Солнечные дни начались, закончились дожди. И хочу показать особенность цветения энциклии. Я уже ранее о ней рассказывала, можно посмотреть предыдущие мои видео. И также хочу показать особенности, которые я заметила при уходе и при ее цветении. Вот, например, хочу показать по этому цветоносу, каким образом у нее отцветают цветки. Один за другим. Получается, они засыхают и отпадают. Но взамен наверху вызревает новый бутон. И так вот он все время удлиняется. Вот такие вот у него закрученные лепестки, спираль. Это, скорее всего, как раз признак того, что уже скоро отцветет и засохнет цветок и отпадет. А взамен новые бутоны вверху созревают. Также хочу показать псевдобульбы. Вот раньше я говорила об этой, которая вот уже тоже расцвела. И говорила, какая была параллельно с ней тонкая псевдобульба, но она начала увеличиваться в размерах и уже догнала эту. Я так поняла, что перед тем, как в чехле чехол начнет разрываться, и оттуда будет выходить цветонос уже, бульба наливается очень сильно, увеличивается в размерах. Она была маленькая, тонкая, но она за считанные дни увеличилась. Даже не успела определить, когда это произошло, очень быстро. Вот она уже практически по размерам вот такая же, как и эта, которая уже цветет. Если есть еще одна, и она также перед тем вот уже разорвался чехол, появились бутоны, и она также очень сильно налилась, но по размерам она меньше намного, но очень пузатая стала. Так что такая вот особенность. Перед тем, как разрывается чехол и выходит цветонос, псевдобульбы очень сильно наливаются, увеличиваются в размерах. Вот такие вот у меня наблюдения за ней. Также у меня люди спрашивали, как часто я ее поливаю. Я все-таки не сторонник заливать орхидеи, даже те, которые очень любят влагу, влаголюбивые. Я все-таки поливаю по мере просушки хотя бы верхнего слоя. И беру также в руки, пробую. Если горшок еще тяжелый, тогда внутри грунт еще влажный. Я его тогда не поливаю. Я сейчас, так как началась у нас сильная жара, я стараюсь ее больше опрыскивать. И вот, кстати, можно на листиках увидеть белые капельки. Это от жесткой воды. Но ей это нравится. Я боялась опрыскивать ее, так как она цветет, не знала, как отреагируют цветки. На них могли появиться какие-то черные точки, как это обычно бывает на фаленопсисах. Ну, здесь на нее попадали капельки воды. Ну, вроде как все цветы здоровые, насыщенный желтый цвет имеют.
И нет никаких повреждений от воды. Благодарна орхидея, все время цветет. Вот уже с зимы я за нее начала снимать видео. Вот с зимы она цветет. Один за другим, получается, с псевдобульб, уже вызревших в моих условиях, распускаются цветки. И очень пышный кустик, мне это нравится, очень зеленый, и плюс еще вот так вот цветет. Красивая орхидея. Имеет легкий аромат. Не очень насыщенный, слегка-слегка легкий. Только когда близко к ней подходишь, ее нюхаешь, тогда только можно ощутить аромат. Получается, она цветет револьверно. Один отцветает, другой бутон распускается. И так постепенно цветонос будет увеличиваться в размерах. До какого размера это еще неизвестно, но я буду обязательно снимать, показывать, и мне самое интересно, сколько все-таки на ней цветет цветков. Всем пока, задавайте свои вопросы, обязательно отвечу.